Насколько постановил, у меня прав нет. А что ты мне не сказал? А ты и не спросил. Теперь что делать? Черт. Давай местами поменяемся. Он нас видит. Давай, давай, прилезай. Стой, стой. Стой, у меня нога застряла. Слышите, парни, а вам что надо? Статья 22. Каждый человек, как член сообщества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурных областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. Это как раз тот пункт о ресурсах, положенных Творцом каждому по рождению. Он не только здесь. Но жулики, естественно, путем ряда подлогов и обмана о сути голосований отнимают их у населения и втягивают в свою сатаническую бумажную систему. Сами сожрать это все не могут, но все равно отнимают. Вместо того, чтобы разделить между всеми и наладить жизнь всей земли. Впрочем, наш мир захвачен, все логично. Статья 23. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Очень страшный пункт. Право на труд – это хорошо. Но вот выбор рабства – это же противоречит пункту выше о запрете рабства. Опять двойные стандарты. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Да. Вы расскажите это бездельникам, чиновникам с миллионными зарплатами. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Это все точно не у нас. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов. Мне нравятся профсоюзные забастовки по Европе. Чуть что, сразу поезда встают. А у нас страна терпилоидов, не в состоянии даже профсоюз создать. Но может они есть, но, видимо, только ЛГБТ-профсоюзы у депутатов. Статья 25. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Ну да, за бугром дают пособие. Сколько бы ты ни был без работы, а у нас по губам только водят. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Хороший лозунг. Статья 26. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех, на основе способностей каждого. Опять что-то обязательное для вольного человека. Бредят. Да и у нас есть только система обрезания, выпускающая отличных биороботов, лишенных самосознания и воли. Работа, дом, телевизор, футбол, пиво. И так по кругу. В прямом смысле жалею о потраченных годах в этой гнилой системе, отнявшей кучу времени впустую. Из школьной программы пользуются только математикой и правописанием. Этому и родители научить могут за пару часов. До революции у нас было только семейное образование. Потом понабежали картавые со своими лозунгами и начали переучивать по-новому, путем репрессий и рассказа бреда про их лампочки. И это при живых по сей день как минимум дореволюционных гидроэлектростанциях. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию,
терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Даже в рамках федерации прописано 3 вида образования. Школьное, домашнее. Это когда все равно надо бегать, сдавать экзамены. И семейное. Из него можно сделать образование. В целом, перестаньте ставить на учет в ЗАГСе детей. Исчезнет третий опекун. И никаких претензий со стороны системы воспитания ребенка. Они не знают, что с такими детьми делать. На эту тему есть международные права ребенка, по которым можно самостоятельно свидетельство о рождении выписать. Как-нибудь доберемся. Статья 27. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которого он является. Статья 28. Каждый человек имеет право на социальный международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей декларации, могут быть полностью осуществлены. То, чего нет. Статья 29. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только возможно свободное и полное развитие его личности. Ну так предоставьте мне такое общество сначала. И какие именно обязанности? Перечислите конкретно. Вдруг мне не понравится, как и сегодняшнее общество, привыкшее кидать всех и ездить на чужой шее. Нафиг мне сдались обязанности перед этим? При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удостоверения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния. В демократическом обществе законов только нет. В целом, ущемлять другого человека в своих целях не следует. Это верно. Мораль также сдвинутая штука в наше время. Требуются четкие критерии. А благосостояние в демократическом, как ранее объяснял, рабовладельческом строе – это очень забавный перл. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций. Пока только ощущаю поддержку геноцида населения всех якобы стран со стороны ООН. Более гнилой и двухличной организации, видимо, нет на Земле. У них всегда так. Фонд за мир, значит, спонсирует войну. Статья 30. Ничто в настоящей декларации не может быть истолковано как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей декларации. Прям одновременно смешно и грустно. Всем добра, здоровья, процветания и денег.